Вставай, Серый Рыцарь! Пора Тайному Ордену выступать против распространяющейся чумы! Всем привет! Вы на канале Salsa Gamer! Канал об анонсах игр, игровых гайдах и немного музыки и танцев. Очень рад видеть вас на своем канале. Оставайтесь у меня. Сегодня я вам расскажу о готовящейся новой битве между Тайным Орденом с прокачанными солдатами воли Императора и распространяющими чуму нурлингами. Заводи корабль, поехали! Warhammer 40 тысяч, Chaos Gates, Demon's Counters. Это новая гремучая смесь экономической стратегии и RPG. Канадская студия Complex Games решила стряхнуть пыль с комикса 1998 года и вновь столкнуть космодесантников с силами хаоса. В качестве космодесантников выбран Тайный Орден Серых Рыцарей, генно-модифицированных солдат, которые организовали секретное сообщество. В качестве противников будут отпрыски дядюшки Нургла, которые в очередной раз будут сеять разумную, добрую, вечную чуму, на этот раз под названием Цветение. Орден будет вступать в бой с нурлингами и попытается остановить распространение заразы. Для этого у членов отряда будет свой набор оружия, а также прокачки, 4 общие и 4 героические для каждого бойца. Вы можете настраивать не только оружие и броню, а также внешний их вид и менять на свой вкус голос и личико персонажа. И здесь все очень напоминает XCOM. Те же ячейки специализации слева, такие же ячейки есть и под оружие. Сами тактические бои, те, что засветились в роликах, тоже сильно напоминают XCOM. Похожее меню приказов, очень похожая система укрытий. Только разработчики сразу заявили, что крутые парни в бронекостюмах не промахиваются, поэтому процент попаданий отменили. Весь урон противник получит до последней единицы ХП. Космодесантники-мастера не только давить на гашетку, но и знаменитые цепные клинки и мечи никуда не делись. Серые рыцари – отличные мастера ближнего боя. Активно прорабатывается работа с окружением. Ваш рыцарь может свалить статую на бедную головушку противника, подавив, так сказать, очаг болезни, или сделать из обломка статуи для себя укрытие. Также возможно поджигать воспламеняющиеся жидкости и газы, уничтожая таким образом толпы врагов. Никто не запрещает ломать укрытия врагов, оставляя их беззащитными. Хотя, если у вас стопроцентное попадание вне зависимости в укрытии враг или нет, эта механика теряет смысл. Но если при этом цель вне укрытия получает больше дамага, то в этом есть смысл. Противники, в числе которых будут клеветы, сектанты и гнусные космодесантники из Легиона Смерти, по мере распространения чумы будут мутировать, становиться сильнее и приобретать более омерзительные способности. Они всячески постараются вас не разочаровать, эффектно погибая от рук вашей четверки. Разработчики особенно подчеркивают, что уделяет механизму взаимодействия врагов с оружием ближнего и дальнего боя максимально большое внимание. И это будет очень зрелищно. Кроме боевых операций, в игре нужно будет заниматься микроменеджером. Вы начнете игру на полуразваленном и едва летающем космическом боевом крейсере «Зловещий Дик», на котором будете перемещаться по всей галактике куда захотите. Вам придется его восстановить, а уже потом оборудовать его отсеки в необходимые помещения. Также ресурсы вы будете тратить на изучение нового оружия, новой брони и специальной амуниции. Тому, кто знаком с серией XCOM, все покажется тут предельно знакомым. Вы начнете с простым снаряжением космодесанта, а постепенно сделаете из каждого бойца машину для убийства с непробиваемой броней, смертоносным оружием
и настроенным вами сексапильным голосом. Игра собирается выйти уже в этом году. Русский язык пока не заявлен, но будем надеяться. И это пока все, что известно о проекте на данный момент. Всем спасибо за внимание. Кто досмотрел до конца пятюню, не забудьте отблагодарить нас пальцем вверх и подписывайтесь на канал, чтобы никогда не гадать, во что поиграть. Пока-пока. И не бомби по пустякам.